Приветствую всех на канале. Первым делом хочу поздравить всех с праздником. Этот праздник считаю также и своим. Я служил, скажу больше, я офицер запаса военно-воздушных сил. В конце 90-х закончил военное училище с дипломом техник по авиационному вооружению. Согласен с утверждением, что армия из мальчиков делает мужчин. Ну а теперь непосредственно к теме ролика. В одном из предыдущих роликов обещал рассказать о вот таком вот самодельном арбалете. Но сначала правовая часть. С этого года на территории нашей страны вступили в силу поправки к закону об оружии. По ним теперь охота с арбалетами и луками разрешена. На это также потребуется разрешение правоохранительных органов, то есть лицензия, охотничий билет, путевка, все как по огнестрельному оружию. Продаваться и приобретаться такие арбалеты и луки будут также с разрешения правоохранительных органов. Однако это не касается арбалетов с натяжением тетивы до фиксации до 43 кг силы. У луков этот предел 27 кг силы. То есть если вы изготовили в развлекательных целях или ребенку какой-либо арбалет или лук, и он не превышает норм, указанных в законе, претензий со стороны правоохранительных органов к вам быть не должно. Непосредственно у этого арбалета натяжение 35 кг силы. Непосредственно по арбалету. Делал я его давно, видео тогда не снимал, просто расскажу, что как устроено. В процессе ролика будут чертежи, я думаю, несложно будет сделать скрин или на паузу перерисовать, там ничего сложного нет. Тело арбалета — это клееная фанера. Я ее клеил из разных кусков, разной толщины. Просто на тот момент не было подходящей хорошей фанеры, да и нужной толщины. Затем выпилил все лобзиком и доработал ленточной шлифмашиной. Плечи. Плечи — это автомобильная рессора. Рессора от автомобиля Москвич. Распилил одну из рессор пополам, обрезал болгаркой, поливая водичкой, чтобы не отпустить. И снял небольшой слой также болгаркой. Честно скажу, долго все это делалось. Само крепление. Здесь нет ничего сварного. Плечи крепятся также на болтах. Здесь все тоже на болтах. Для облегчения просверлил дырки, но так, чтобы не ослабить саму конструкцию. Стремя — это также металлическая пластина, просто согнутая под ногу. Оно движется. Плечи крепятся мебельными болтами. Сделал прорезь под отвертку. Здесь затянул просто гайками. Спусковой механизм. Спусковой механизм как на классических арбалетах. Ничего сложного, выложу схему, я думаю, будет все понятно. Пружинка. Пружинка — это из завода часов механических. Помните раньше советские большие будильники? При нажатии язычок свободен и отпускает тетиву. В таком положении фиксируется. Удержание стрелы — это же прицел. Пружинка и пластина. Сама тетива, не тетива, это металлический трос. Точно не скажу, примерно 6-7 миллиметров диаметр его. Закручен пластинами и гайки. Сейчас покажу, как на скорую руку сделать такой арбалетный болт. Ну и небольшой тест.
Ну вот, в принципе, и все, что хотел сегодня рассказать. Еще раз всех с праздником. Оценивайте, пишите комментарии. Ну и не забывайте подписаться.